Привет, товарищи, я Артемий Троицкий, вы смотрите видео «Эпопею. Популярная советология». Сегодня 17-я серия, но это не считая серии с ответами на вопросы. В предыдущих двух сериях я точнее, рассказывал о КГБ и о милиции, и в том числе упоминал такое явление, как стукачество или осведомительство, которое процветало и в одном, и в другом ведомстве. Вот сегодня я хотел бы эту тему продолжить, что называется, углубить, слегка проанализировать и покончить с ней. Делаю я это в первую очередь потому, что вот это явление, стукачество, доносительство, оно в последнее время в путинской России переживает время невероятного рассвета, просто настоящий ренессанс наступил у доносчиков, и поэтому мне кажется, что интересно будет посмотреть на исторические корни этого нынешнего феномена. Итак, во-первых, каковы были каналы вот этого самого стукачества и доносительства? Канал номер один – это, собственно, штатные сотрудники КГБ, причем в высоких офицерских званиях, вплоть до генеральских, которые работали на всех маломальски крупных предприятиях, институтах и так далее. То есть заводы, фабрики, высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты, министерства и так далее. В каждом из них, естественно, был партком, но, кроме того, в каждом из них еще был так называемый первый отдел. Все знали, что такое первый отдел – это КГБ, которое как бы следит за всем, что происходит в трудовом коллективе, и, соответственно, докладывает на Лубянку. Очень может быть, что у МВД тоже были какого-то рода отделы, но, конечно же, далеко не такого уровня и не такого масштаба, как у КГБ. Эта практика существует и сейчас. Скажем, я с этим столкнулся, когда имел отношение к знаменитой аварии на площади Гагарина в Москве, когда «Мерседес» вице-президента нефтяной компании, причем, подчеркну, частной нефтяной компании «Лукойл», «Мерседес» этого самого Анатолия Баркова, на встречной полосе всмятку разбил маленький «Ситроенчик» и погибли две женщины-врачи. Это была довольно громкая история. Так вот, этот самый Анатолий Барков, мало того, что он был и вице-президентом компании «Лукойл», он еще был и генералом КГБ. Это все началось, повторяю, уже давно и продолжается по сю пору в нарастающих размерах. Источник номер два. Я называю их эксперты. То есть это уже не сотрудники КГБ, а, напротив, люди весьма уважаемые, респектабельные, штатские, публичные и так далее. Это, скажем, известные журналисты, ученые, какие-то деятели культуры, писатели, кинематографисты и так далее. Это люди, которые как бы общаются, точнее общались, хотя я думаю, что опять же это сейчас тоже практикуется, они просто имеют некие личные дружественные связи с высшими офицерами КГБ. Я думаю, что МВД тут уже абсолютно ни при чем. А вот с этими КГБшниками они общались, рассказывали им о своих наблюдениях, впечатлениях, делились, творческими планами. Платили ли им за это деньги или нет, мне трудно сказать. Думаю, что некоторым даже платили. Во всяком случае, был такой известный советский писатель Юлиан Семенов, изобретатель Штирлица, кстати, про которого вообще говорили, что он штатный сотрудник КГБ и зарплату там получает и выполняет их задания. Может, да, может, нет, мне трудно сказать. Как правило, КГБ расплачивались с этими самыми экспертами, я думаю, не деньгами, а совсем другим, а именно вот этими красными ковровыми дорожками, доступом к материалам, а главное
командировками за границу. Это было в Советском Союзе вообще как бы величайшим благом. Думаю, что все эти ученые, журналисты и так далее, они с огромным удовольствием сотрудничали с госбезопасностью, поскольку госбезопасность полностью, значит, покрывала, крышевала, так сказать, заграничные поездки. Следующий источник информации, ну, это, так сказать, стукачи вульгарис. То есть это обычные доброходы, доносчики, простые советские люди, которые, значит, ну, отчасти это анонимчики, которые просто писали письма и доносы на своих соседей, знакомых и так далее. Отчасти это активисты такие вполне громогласные. Ну вот, скажем, типичный активист-стукач, это, забыл уже, как ее зовут в фильме «Бриллиантовая рука», но играет прекрасно Нонна Мордюкова. Вот это самая Нонна Мордюкова в кавычках. Вот это вот такой тоже активист-стукач. Наши люди на такси в булочную не ездят. Это третий массив. И четвертый массив, самая несчастная часть, это завербованные стукачи, которые, в общем-то, очень нормальные, простые ребята. Это могли быть студенты, научные сотрудники, кто угодно. Как правило, я думаю, это были люди достаточно молодые, и им просто, ну, как бы не повезло. То есть они на чем-то прокололись, на чем-то спалились, там, условно говоря, на спекуляции пластинками. Или там рассказали какой-то там особо гнусный антисоветский анекдот в большой компании. И после этого, значит, их вызывают куда-то в органы, ставят к стенке, шантажируют и говорят, значит, вот вы вот так-то опозорились, могут быть приняты самые разные меры, по минимуму, там, скажем, исключение из комсомола, или, что уже хуже, исключение, скажем, из института, увольнение с работы, или еще что-нибудь такое, или из партии, значит, погоним. А если вы не хотите, чтобы вас такие неприятности настигли, то будьте любезны, значит, постукивайте нам, сообщайте, что там происходит, пишите там какие-то, не знаю, рапорты, отчеты. Таких вот подневольных завербованных стукачей было, насколько я понимаю, очень много. И довольно популярным занятием было, ну, по крайней мере, в нашем кругу, это пытаться выяснить, значит, кто стукач, а кто нет. Вообще не вспоминал об этом несколько десятилетий, но вот сейчас пришлось в связи с новой волной стукачества и с популярной советологией. Значит, каким образом мы пытались идентифицировать стукачей? Пункт первый – любопытство. То есть, если человек проявляет какое-то неумеренное любопытство, а что, а как, а откуда, а каким образом и так далее. Вот это уже подозрительно. Нафиг тебе, значит, знать все эти детали, если они тебе прямо никакого отношения не имеют. Второе, похожее, это, как ни странно, гостеприимство. То есть, я знал нескольких человек в Москве, у которых просто был такой салон, да, то есть они часто приглашали к себе гостей, как к ним не придешь, у них там бутылочка стоит, ну, естественно, там чаек, кофеек, конфеты, бутерброды и так далее. При этом люди как бы без каких-то заметных источников дохода, но очень любят к себе зазывать гостей и вести с ними, опять же, всяческие душевные разговоры, вызывать их на откровенность и так далее. Мне это всегда казалось подозрительным, хотя я совершенно не исключаю, что некоторые из этих гостеприимных хозяев салонов, в общем-то, были людьми совершенно невинными. Третий признак, но это он уж такой совсем прямолинейный, это провокаторы. Провокаторы, то есть люди, которые вызывали вас на какие-то откровенные разговоры, пытались что-то у вас выяснить, устраивали какие-то, значит, такие допросы и так далее. Ну вот я помню один такой случай, очень характерный, что один, в общем-то, малознакомый парень мне позвонил, ну, парень мой ровесник, мне тогда было там лет 20, мне позвонил и говорит, давай встретимся, вообще мне есть что тебе рассказать, вообще такие потрясающие вещи. Ну, я не понял, что, я думал, что это имеет какое-то отношение, скажем,
к музыке, там, ну, не представлял себе. И мы с ним встретились в метро, и тут он мне вдруг стал рассказывать в буквальном смысле этого слова военные тайны. Но я помню, он мне рассказывал, значит, что, например, в Советском Союзе, почему американцы не могут засечь наши баллистические ракеты, а потому что помимо ракет стационарного базирования, которые из шахт запускаются, мы еще придумали такую штуку, причем при капитализме это невозможно, потому что там все частное, у нас все государственное, и можно делать что угодно. Так вот, придумали такую штуку, что построили специальные железные дороги, где-то там в тайге, в Сибири и так далее, по которым кругами ходят поезда с баллистическими ракетами, поэтому ни в какой момент невозможно точно определить, а где вот сейчас вот этот поезд находится, откуда, значит, взлетит баллистическая ракета. Вот, я совершенно охренел, потому что меня эти вещи никогда не интересовали. В общем, я как-то отвязался от этого парня, больше с ним никогда не общался, просто избегал его, потому что для меня было очевидно, что чувак мне специально рассказывает какие-то военные тайны, наверное, с тем, чтобы потом там за мной проследили, там, что я это каким-то иностранцам, там, скажем, пересказал и так далее. В общем, вот такие вот тоже бывали истории. Последний такой признак, по которым я старался определить стукачей, не брезгливость, что ли. Ну, то есть, смотрите, значит, вот если вы общаетесь с каким-то человеком, по каким-то причинам он вам не нравится, вы его посылаете, а он вместо того, чтобы гордо отойти, обидеться, вас послать и так далее, он к вам только еще сильнее липнет. Ну, как у Высоцкого в известной песне, там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. То есть ты их посылаешь, и они все равно как-то с тобой пытаются общаться, и такие милые, хорошие. Вот это для меня было первым признаком стукача. Ну, к девушкам это, правда, не имело отношения, у девушек могли быть какие-то чувства, а вот у парней вот точно я знал, что вот если вот такой навязчиво прилипчивый тип, которого, значит, ты в дверь, а он в окно, вот это почти наверняка будет стукач. В чем большая разница между сегодняшними стукачами и стукачами советского периода? Сегодня быть стукачом почетно. То есть они там дают интервью, выступают, пишут эти самые доносы в своих соцсетях и так далее. В СССР, ну, по крайней мере, в позднем СССР, я не говорю о сталинских временах, я их, слава богу, не застал. В позднем СССР быть стукачом было крайне позорно. Стукачи маскировались изо всех сил, и если кого-то из них разоблачали, это был позор и несмываемое пятно на репутации. Я уже несколько раз рассказывал одну историю, свидетелем которой, ну, таким отдаленным свидетелем которой был у меня знакомый парень из провинции, откуда-то из Сибири или с Урала, учился то ли в физтехе, то ли в МИФИ, в каком-то, значит, таком престижном физико-техническом институте московском, и он был меломаном. То есть я его знал, потому что там как бы он тоже подвязался на черном рынке, я ему время от времени сплавлял какие-то пластинки хорошие и так далее. И вот я услышал про этого парня от одного общего знакомого такую историю, что его разоблачили его друзья, по-видимому, там однокурсники или там товарищи по музыкальной тусовке. Вот, они выяснили каким-то образом, не знаю как, что он стукач, ну и, соответственно, его заклеймили позором, объявили ему бойкот и так далее, что привело к печальнейшему финалу. Именно этот парень не выдержал такого стресса и позора и выбросился из окна общежития, в котором жил, погиб, соответственно. В этой связи, естественно, возникает вопрос, а что вообще заставляло людей стучать, если это, в общем-то, была такая довольно рискованная, во всех отношениях неприятная история? Денег вот этим вот завербованным стукачам, я уверен, не платили. Не знаю, если и платили, то в каких-то отдельных крайних случаях. Стучали ли они по каким-то своим
идейным соображениям, но я думаю, что это, может быть, было возможно в сталинские времена, когда было довольно много таких фанатиков идейных коммунистов, но никак не в брежневские времена. Думаю, что среди стукачей таких вот Павликов, Морозовых определенно не было. Помогало ли это их карьере, я не знаю. Я думаю, что скорее они стучали, конечно, от страха, что их, значит, откуда-то исключат, что не удастся им устроиться на работу. В общем-то, вот как-то так. Ну и потом, естественно, как это бывает часто у всяких доброхотов, особенно анонимщиков, они просто хотели подсидеть каких-то своих нелюбимых знакомых, хотели каким-то образом насолить кому-то, там, вплоть до... Я знал один случай, когда один мужик настучал на девушку, которая его, значит, бросила. И он настучал, значит, на нее тем, чтобы ей хуже было. Вот таких случаев тоже, я думаю, бывало довольно много. Сейчас это по-другому. Сейчас стукачество стало тем, что называется социальным лифтом. Если раньше в СССР стукачество было таким делом очень интимным, да, очень индивидуальным. Сейчас очень часто пишут какие-то коллективные доносы. Это все очень-очень печально, потому что о чем это свидетельствует? Это свидетельствует в первую очередь просто о моральном разложении, о такой вот нравственной деградации общества. Потому что стукачество – это, ну, на мой взгляд, по крайней мере, это не политическая категория, не политический маркер, так сказать, а чисто морально-этический. И нас всех учили в школе, что ябедничать очень плохо, что нельзя врать, что быть подлым – это гнусно. Ну вот теперь оказывается, что нифига подобного. Ябедничать хорошо, ну и врать, как сейчас там это делают все подряд, начиная с президента Российской Федерации, это все теперь мило, это все теперь абсолютно не то что простительно, а это почетно. Что, конечно, очень печалит и настраивает на грустный лад, если думать вообще о будущем страны и ее народа. Троицкий Артемий, популярная советология, 17 серия. Увидимся через день. Пока.